Здравствуйте, друзья! Мы с вами... Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале Итон ТВ в программе «Особая папка». Меня зовут Марк Горин, со мной в студии мой компетентный собеседник Яков Кенми. Здравствуй, Еш. Добрый день. Еш, мы в прошлый раз говорили о возможном, не то что возможном, о том, что, по сути дела, сегодня мир следит за состоянием конфликта между Соединенными Штатами и Россией, или, если брать еще шире, за конфликтом между Соединенными Штатами с одной стороны и Китаем и Россией в том или ином альянсе с другой стороны. То есть Восток и Запад, по сути дела. Мы возвращаемся к проблеме Востока и Запада. Россия переориентируется на Китай, на Восток, поскольку на Западе не нашла себя, ввиду вот этого конфликта с Украиной, от которого мы отталкивались уже и отталкиваемся последние несколько месяцев. А можно ли сравнить военные потенциалы, скажем, России и Соединенных Штатов? Я пока не беру Китай, с Китаем отдельный разговор. Я говорю о военном потенциале, потому что, скажем, внутренневаловой доход Америки, по-моему, где-то порядка 17 триллионов долларов в долларовой члени, у России где-то в районе 3, там чуть больше 3. У Европы тоже в районе 17 или там 15 триллионов. Совокупный объем валовый продукт Европы. То есть где-то порядка 30 миллионов где-то. Триллионов. Триллионов, да, конечно. Триллионов. Китай отдельный разговор, если мы успеем, мы его упомянем. А вот военный потенциал, по моим сведениям, где-то порядка трехкратного увеличения, втрое меньше военный бюджет России, чем у Америки, или нет? Это все хорошо для статистики. Ну, статистика не решает проблемы, но статистика, разумеется, я поэтому и хочу, статистика может быть иллюстрацией. Во-первых, Россия не пошла на сближение с Китаем и с Дальним Востоком из-за Украины или из-за того, что происходит. Нет. Целенаправленная политика России уже давно развивать китайское и дальневосточное направление параллельно со всеми другими, поскольку Дальний Восток, Китай и все страны вокруг него становятся экономически все более и более сильными, это естественно толкает любую страну, в том числе и Россию, к развитию экономических отношений с этими странами. Используете как и географическую близость, и используйте другие экономические преимущества, которые есть. Заинтересованность Востока в ресурсах. Соединенные Штаты один из основных партнеров Китая. Да, конечно. И Китай, и американский рынок – это один из основных рынков китайской продукции. И единственное, что между Китаем и Соединенными Штатами сейчас разворачивается борьба за европейский рынок. Потому что европейский рынок, европейская экономика тоже видит как одна из основных целей развития отношений с Китаем. Я хотел бы заметить, все время забывают, Китай – это коммунистическая страна. Ну, во всяком случае, официальная идеология такова. Это коммунистическая страна. И во главе Китая стоит Компартия. Так же, как и во главе Вьетнама стоит Компартия. И во главе Лаоса, по-моему, если я правильно помню. Северной Кореи. Не, Северной Кореи я не отношу к Северной Корее сегодня. То есть коммунистический режим Китая совершенно, так сказать, приемлем для экономических отношений. Теперь, в свое время в Соединенных Штатах господствовала доктрина, что Соединенные Штаты должны обладать абсолютным военным превосходством над всеми странами мира вместе. Да, я помню. В России тоже была такая концепция. В Советском Союзе? Не было. В Советском Союзе? Не было. Не было. Вот. И, сколько я помню лекцию Ахрамеева.
Не было. Я скажу о том, что было в России. Я скажу только об Америке без России. Сейчас говорю о Америке. Потом оказалось, что это слишком накладно. И тогда решили сократить военные расходы и военную мощь. И речь идет о неконвенциональной мощи. Для того, чтобы справиться с основными противниками, то есть превосходство над ними, такое, чтобы в случае военного конфликта была безоговорочная победа американских вооруженных сил. С союзниками, без союзников не играет роли. В Советском Союзе тоже была концепция сначала, которая говорила о том, что необходимо выстроить свои неконвенциональные вооруженные силы так, чтобы добиться победы. Но где-то в 70-е годы они поняли, а зачем? Лучше добиться такой военной мощи, которая будет настолько опасна противнику, что даже если эта мощь не обеспечивает победы, но урон, который можно нанести противнику, будет такой, что он никогда не решится на войну. И это было основное. То есть и сегодня Россия не готовит свои вооруженные силы для того, чтобы победить американцев. И достаточно, чтобы эти вооруженные силы обладали такой военной мощью, которая приведет американцев к тому, что они никогда не пойдут на открытый военный конфликт, потому что ущерб будет для них нестерпимый. И это приводит к тому, что каждая страна планирует свои вооруженные силы именно в этом аспекте. У американцев очень большие военные расходы, связанные с конвенциональными силами. Около 700 военных баз по всему миру. Половина американской армии служит за пределами Соединенных Штатов. Это колоссальные расходы. Нет сегодня ни одной точки на земном шаре, где не было бы одной, двух, трех американских военных баз. Это стоит денег. Огромных денег. Насколько они обеспечивают безопасность Соединенных Штатов или предотвращают угрозу Соединенных Штатов, это вопрос спорный. Но американцы так считают. Ну да. Их деньги, их базы. Поскольку сохранение глобального превосходства во всем мире, экономического, политического, в любой точке земного шара и военного, обеспечивает интересы преимущества американской экономики. Они опасаются, что если этого не будет, американская экономика очень быстро ослабеет. И они отчаянно борются за это, и как мы говорили раньше, украинский конфликт или американско-китайский конфликт – это одна из частей этого. Но с чисто военной точки зрения, Россия сегодня обладает достаточной мощью по тем видам неконвенционального оружия, которые сегодня существуют, чтобы Соединенные Штаты не решились на прямое спровоцировать на военный конфликт. У России нет никакого желания провоцировать военный конфликт, потому что у нее нет никаких интересов. За всю историю Соединенных Штатов более 10 раз были предложения американских генералов атаковать неконвенциональным оружием территорию Советского Союза, начиная с 1946 года, да, с Карибский кризис и прочее. Во время Корейской войны МакАртур предлагал атаковать Китай, не Советский Союз. Трое подростков доставлены в больницу в критическом состоянии после употребления наркотиков, купленных в киоске. У пострадавших высокая температура и галлюцинации. Думаешь, с тобой этого не случится? Ну и после было не раз и не два поднимался этот вопрос. А сейчас новый виток. То есть сейчас в Соединенных Штатах готовят новые виды термоядерного оружия, средств доставки, новые виды ракет и прочее. Это дорого стоит. Россия хочет по своей военной программе примерно к 2020 году выйти на уровень, когда качественное превосходство американских систем будет сведено на нет. И даже в некоторых областях добиться определенного качества преимущества, чтобы неконвенциональная мощь России
была слишком опасна для Соединенных Штатов для того, чтобы начинать военные действия. То есть угроза нанесения ущерба территории слишком высока. И поэтому в свое время Кеннеди во время Карибского кризиса спросил у генералов Пентагона, могут ли они гарантировать, что в случае ответного российского советского удара не пострадают американские города. Они сказали нет. Вероятно, ракета упадет или там, или там, или там. Да, я помню тогда. Вот. И это было достаточно для того, чтобы американцы не решились начать военные действия. То же самое сегодня, к этому же стремится Китай. И если пока еще китайская составляющая, она не настолько серьезная ни по количеству, ни по качеству, которые должны учитывать американцы, но они отлично учитывают. Российская плюс китайская составляющая в 2030 году будут намного сильнее, чем сегодня. И тогда относительное превосходство Соединенных Штатов, если тогда еще сохранится, оно будет минимальным. Ты имеешь в виду неконвенциональный? Речь идет только о неконвенциональном оружии, потому что конвенциональное нет. И та, и другая страна, как Россия, так и Соединенные Штаты уже, и Англия, между прочим, которая тоже обладает ядерным оружием, тоже пришли к выводу, что не исключается применение неконвенционального оружия в конвенциональных конфликтах. Это об этом говорит первые, кто об этом заявили, американские военные стратеги. Сейчас об этом заявили уже и Россия, британские. Да. И, скорее всего, Россия, она вырабатывает сейчас новую военную доктрину. Не исключено, что и там будет указано, что применение неконвенционального оружия не обязано быть только в ответ на применение или угрозу применения конвенционального оружия. Неприменения первыми. Но это уже другая составляющая. Это уже другая составляющая. Понятно, что развитие современного оружия требует, во-первых, больших финансовых расходов, а во-вторых, высокого уровня технологий. Поэтому, когда сегодня Соединенные Штаты пытаются замедлить темпы экономического развития России, тем самым они хотят сократить или уменьшить возможности России создавать новые виды вооружения, давать на их развитие и разработку достаточно средств и доводить эти виды вооружения до качества и количества, которые американцы считают для себя опасными. Все. Спасибо, Яша, спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале Итон ТВ.